Так, ставим голема, он сейчас будет пушить, но мы пропускаем, естественно, этих стенобоев. Вот говорил в прошлых роликах и до сих пор говорю, что когда играете с големом, соперник будет пытаться вам под руку какую-то фигню накидывать. То есть вы поставили голема, он вам под руку накидывает какую-то кучу спама. Хочет вас отвлечь. Но не надо реагировать, не надо отвлекаться. Все. Молния. Мегаминдион сейчас прыгнет на кого-то. На кого ты прыгнешь? На принцесску прыгает. Молодец. Принцесска намешала. Все. И это минус вышка. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня, в последний день сезона, мы будем играть с идеальным големом. Да, конечно, я немножко скатился по кубкам, но с такой крутой колодой я уверен, что мы быстро поднимемся вверх. Это голем за 4,4 эликсира с эволюцией ведьмы, с героем Мегаминдионом, с героем Варварской бочкой, ну и также у нас есть молния. А в следующем сезоне у нас выйдет герой Темный принц, и его в принципе тоже можно будет как-то встроить в эту крутую колоду. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный принц или герой вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Ну, а мы начинаем. Я думаю, что вы сейчас получите истинное удовольствие. Ну и сразу анонсирую, что уже буквально в понедельник, буквально сразу после обеда, я выложу видос про новый сезон, про обновление. Обязательно куплю пас-рояль. Обязательно затестим героя Темного принца, возможно, героя Вышибалу. Короче, сразу где-то в понедельник, может быть 12 часов дня, может быть в 2 часа дня. Но постараюсь как можно раньше выложить видос про обновление. Поэтому не пропустите, будет очень интересно. Вообще следующий сезон обещает быть мега имбовый. Так, давайте сразу убьем печку. Мегаминдион напрыгивает. Так, ну, чуть-чуть он печку не набивает, но, в принципе, это не критично. Я очень долго экспериментировал, я очень много вариаций поменял, но с этой вариацией, мне кажется, ну, просто нужно только побеждать. Потому что у нас и по воздуху есть и Мегаминдион, и дракончики, и ведьма, и по земле тоже у нас та же самая ведьма, у нас мини-пека. То есть эта колода полностью сбалансирована и в плане земли, и в плане воздуха, и в плане защиты, и в плане нападения. То есть у нас есть молния. Мы можем и любое защитное здание пройти, мы можем любых палачей, ведьм, колдунов проходить. Поэтому самое главное правильно рассчитать эликсир. Потому что если мы будем эликсир зря тратить, то, конечно, можно потом и проиграть. Так, ну тут я скинул молнию, так сказать, для прокрутки. Ну, он пока что неплохо атакует, закидывает свои кабанчики, но сейчас уже пора нам ставить голема. Что самое хорошее в этой колоде, то что у нас всего лишь есть одна эволюция ведьмы, и у эволюции ведьмы всего лишь один цикл. То есть очень легко крутиться. Я раньше играл с эволюциями дракончика, там 2 цикла, с эволюциями ведьм, и это были мучения. А тут у эволюции ведьмы 1 цикл. То есть я играл с эволюцией валькирии. Да, там 2 цикла. А с ведьмой все по кайфу. Быстренько прокрутились. Ведьма у нас есть эволюционированная. Можно атаковать. Все, сейчас ставим голема. Я немножко тут заговорился, но не суть важно. Сейчас вы все увидите, как мощно эта колода атакует. Так, ну вышку мы ему отдаем, соответственно. Потому что даже если бы мы пытались ее защитить, то у нас бы ничего не получилось. И сейчас нам должна помочь молния, чтобы пройти эту хижину. Да, сейчас мы накроем молнией, смотрите, печку. Мы накроем молнией хижину. Все вот так вот по кайфу. Ну и давайте посмотрим, что сделает этот соперник, как он будет защищаться. Подкидываем еще Мегаминдиона. Ну, хижина ему не помогает, он уже 2-ю хижину поставил. Так, подкидываем варварскую бочку, все прожимаем. Пошел, конечно, тотальный разнос, он держится на последних силах. Так, он пытается выжить, но получится ли это у него?
Походу у него ничего не получится. Так, 750 хп, 553, 356, 159. Блин, отчет обратный пошел, и все-таки мы его добили. Но вы видите, что атака у нас настолько мощная, что соперник уже 2 хижины поставил, кучу юнитов. Он очень классно защищался, но мы его все равно продавили. Так, это у нас сегодня последний ролик в этом сезоне. В принципе, в этом сезоне уже ловить нечего. Мы ждем все обновления. Обновление будет очень классным, очень интересным. Так, ну а тут нам надо защититься. Давайте еще даже поставим тут мини-пеку. Есть, выиграли. Заговорился немножко. Фух, ну выиграли, ладно. Надо в следующем поединке более играть сосредоточенно. Да, следующий сезон у нас будет очень интересный, я его уже жду не дождусь. Ну и разработчики, конечно, правильно делают, что раз в месяц вводят каких-то новых героев, новые эволюции, потому что иначе было бы просто скучно играть. Вот даже сейчас мне уже как-то скучновато играть, и я тупо только жду обновления. Так, неплохо у нас тут врывается Мегаминтион, но Электродракона мы не добили. Так, соперник тут закидывает своего дровосека. Возможно, это голем будет. Возможно, это будет голем. Так, не знаю, есть ли смысл здесь что-то подкидывать. Ну, неплохо он, кстати, так проатаковал. Я думал, что мы защитились, но он смог нам приличный урон нанести, блин. Неожиданно. Скорее всего, это голем обычный, мне кажется. Вряд ли, что это электроголем. Давайте сейчас будем нашего голема ставить. И будем его наказывать, потому что очень как-то он нагло начал. Ну и молния опять. Сейчас нас очень должна выручить молния. Пусть ставит свою эволюцию электродракона. Он поставил сборщик в надежде, что эволюция электродракона его тут выручит. Он думает, что пофигу. Он даже мою ведьму, он все тут законтрит. А у нас есть молния, он пока об этом не догадывается. Сейчас мы для него сделаем сюрприз. Ждем его электродракона. Но он его пока не ставит. Ну и мы молнию, соответственно, не скидываем. Давай, электродракончик, где ты? Выходи. А, вот теперь, пожалуйста, на. Все, допрыгался. Подкидываем Мегаминтиона. Должны мы ему башню обязательно сносить. И, кстати, надо сейчас сборщик его убить. Вот, я уже не заметил. Надо его сборщик добить, чтоб не наклеил. А ну-ка, Мегаминтион напрыгиваем. Минус сборщик. Вот это да. Ха-ха-ха. Это важно. Вот, кстати, я просто забыл, давно Мегаминтионом не играл. Я забыл, что он классно контрит сборщики эликсира. Блин, это просто имба. Так. Ну и вообще сейчас Мегаминтион герой стал недооцененным. Его немножко ухудшили. Но по факту он все равно крутой. Но он стал медленнее как-то накидываться на цели. Так, опять готовим молнию. Нам молния нужна чисто на электродракона. Все. Ни на что другое мы молнию не скидываем. Сейчас он хочет, я знаю, что он хочет. Он хочет, чтобы молнии промахнулись, но мы не промахнемся. Так. Угу. Напрыгивай, Мегаминтион, надо добить его. Надо его добить обязательно. Ну, Мегаминтион справляется. Миньпека тычка, Мегаминтион тычка. Фух, есть, снесли его. Но, скорее всего, у него эликсирный был. Скорее всего, у него был эликсирный. Вряд ли, что у него был обычный. Но он его даже не показал. Он его даже не показал. Ладно. В принципе, не важно, что там у него было. Просто идем в следующую каточку. И у нас до конца сезона остается буквально 2 дня, и пока что я иду на 5-м месте. Топ-5 мира, 3348 кубков, и это просто жесть. Очень сложные соперники, очень много контры, но я все-таки надеюсь, что закончу этот сезон в топ-1. Я хочу стать лучшим в мире. К сожалению, это все шутки, как вы поняли, потому что у меня не 3300, а 1300. Но я очень рад, что среди топ-игроков появился мой тезка Аледжо. Да, у него немножко другой ник, но все-таки подобие Аледжо появилось среди лидеров. И это приятно. Так, ну все-таки, кстати, у него был обычный голем. Я там посмотрел его профиль, у него был обычный голем. Я так эликсирного ждал, но там и был обычный, блин. Но они такие похожие стали конструкции делать в последнее время. Но за счет сборщика я был должен догадаться, что это обычный голем. Так, ну, пока что неплохо мы сыграли в этом поединке.
Так, можно молнией накрыть. Я не знаю, может молнией накрыть. А ну-ка. Ну, давай, а почему бы и нет? В принципе. 3 цели подставил. Вышку мушкетера плюс рыцаря. 3 цели есть. Можно скинуть молнию спокойно. Почему бы и нет? Нам надо крутиться. Я пока что вообще не могу даже предположить, что там у него за колода. Этот сезон, кстати, для меня опять неудачный. Рекордом не пахнет. Рекорд у меня 2200. Я не знаю, блин. Уже полгода не могу тупо вот этот рекорд побить. Взял полгода назад 2200 и все. С тех пор абсолютно игра не идет. Были длинные сезоны по 5 недель. Но почему-то что-то уже все не то. Не знаю, то ли я разучился играть, то ли для голема сейчас как-то ситуация неблагоприятная. Ну, когда я брал 2200, голем был реально в мете. Это был сезон голема. Он тогда просто всех разрывал. Там, наверное, каждый второй играл с големом. И очень много было крутых вариаций. Но сейчас, конечно, уже не так все гладко. Так. Тут я молнию не вижу смысла закидывать. А ну, давайте бочку прожмем. Ну что, ведьма живет? Нет. Нет, ведьма не живет. Ну, какой-то урон мы ему не нанесли. Ладно, в принципе, неплохо. Пол башни снесли. Молния не получилось скинуть. Скорее всего, кстати, это кладбище какое-то. Я жду... Я думаю, что у него кладбище. Я думаю, что это кладбище. Если бы у него были бы какие-то кабаны, он бы их показал. Но странно. В принципе, в кладбище мушкетера почти никто не берет, поэтому это меня немножко удивило, что у него мушкетер с кладбищем. Так, ну и все, ставим голема. Все, ставим голема. Я надеюсь, что темного принца убьют. В следующем сезоне будет очень много темных принцев, поэтому качайте их, пока еще, пока еще можно. Так, он кладбище свое прокинул. Но... О, давайте, блин. Давайте, сейчас молнией все это дело накроем. Хорошая молния. Темного принца, блин, он не вовремя подставил, блин. Ну ладно. Нам нужно еще одного голема ставить, потому что... Главное, чтобы он кладбище неожиданно не прокинул. Да, он его прокидывает, но я думаю, что он много урона не нанесет. В принципе, да, урона много тут не будет, а мы выстраиваем свою очередную атаку. И вот сейчас нет у него уже этого эволюции на мушкетера, и поэтому сейчас молния очень хорошо зайдет. Вот, да, просто идеальная молния, все, он остается голый. Голый король, блин, все. Вот так вот, когда молния все накрываешь, все, просто соперник остается голый, ему защищаться тупо нечем. И согласитесь, что эта колодка с големом очень хороша. Вот согласитесь. Потому что в прошлом видосе у меня была такая спорная колода с големом. И даже какой-то там чудик в комментариях написал: это слишком отвратительно. Ну, ладно, я ему даже лайк поставил. Слишком отвратительно, так слишком отвратительно. Но я согласен, та... Колода была спорной. С Ордой Миньонов у меня был голем в прошлом ролике. Вот тут вот все более такое классическое, более сбалансированное. Ну и пока что выигрываем. У нас уже 3 победы подряд. Главное не расслабляться. Я хочу такой сегодня коротенький ролик. И будем уже готовиться к обновлению. В этом сезоне мне уже вот последние дни сезона мне уже особо ничего не хочется ни пушить, ни играть. Вообще сейчас какая-то лень. Даже сейчас идет путешествие клана, там надо 6000 корон каких-то набить. Но я тупо не хочу этим заниматься. Так, давайте. Законтрить надо принца. Ситуация неприятная. Так, ну ему сейчас надо будет контрить нашу мини-пеку, ему надо контрить голема. Так, ну с мини-пекой он-то справился. Так, тут давайте, наверное, закайтим. А он не кайтится. Ну ладно, ладно, чё не кайтится. Так, ну вышку мы ему сносим. Все, хорошо. Вышку мы ему сносим, подкидываем дракончиков, прожимаем бочку.
Ну, трешка, конечно, тут вряд ли будет, но сейчас мы его немножко поднапряжем, немножко тут урончик нанесем. Так, он хочет нас добить чисто шахтерами, конечно, ему невыгодно целого гиганта на левую сторону закидывать, но не будем ему давать шахтерами все это дело добивать. Опять же, я заговорился и неожиданно прокинул гиганта с принцем. Немножко тогда стал меня расплох. Так, ладно. Ну, скорее всего, он левую сторону все равно доберет. У него 2 принца. Гигант, 2 принца, я понял. А, вот тут вот молния, идеальная молния. И опять он голый остается. Все, за счет молнии мы просто его атаку в ноль уничтожили. Сейчас надо стражей подкинуть, потому что принц пойдет. Да, подкидываем стражей. Подкидываем мегаминьона. Ну, забрал он вышку, ладно. Но... Как ты будешь дальше обороняться? Сейчас даже трешка, возможно. Да, ребятки, это трешка. Ну, блин, кубков мы уже немало сегодня подняли. Я даже устал считать, сколько у нас побед подряд. Давайте посмотрим. Сколько у нас кубков? Мы уже почти 1500 возвращаем. И вот, кстати, смотрите. Вот вы видите, там был вопрос, у него эликсирный голем, либо обычный. У него обычный голем был. Так, ну, поехали дальше. А то у нас сегодня ролик коротенький будет. Но не настолько коротенький. Давайте еще сделаем хотя бы 1-2 победы. Ну и пойду на твинки играть. Хочется на твинки там тоже немножко поиграть. Потому что на твинки в этом сезоне я вообще не играл. Кстати, был такой прикол, что в начале сезона мне почему-то на твинках настолько много корон за победы начисляли. То есть по 48 корон за победу начисляли, был такой период. Я там буквально за полдня 60 уровней пас-рояля прошел. Вот напишите, у кого был такой прикол, что очень много корон начисляли. По 48 корон за победу, по 36, кто-то говорит даже по 60 корон за победу начисляли. Вот я просто не понимаю, в чем прикол, такое впервые вижу. Так, поехали в атаку. В принципе, готовим молнию. Пропустили урон, но получили преимущество по эликсиру. Идем в атаку. Я думаю, что здание у него будет. Ну какое? Пушка. А может быть мы пушку пройдем... Так, Мегаминьон молодец. Мегаминьон. Да по вышке бей. Он хочет на одно нашего Мегаминьона тут отвлекает. Мегаминьон, лупи по вышке. Не пришлось мне тут молнию скинуть, потому что он в итоге вынудил нас прожать Мегаминьона, и молнию я решил не скидывать. Я не знаю, насколько это правильное решение. Возможно, если бы я скинул молнию, то больше бы урона прошло. Ну, в принципе, и так неплохо. Полбашни мы ему снесли. Так, тут бочка, тут стражи. И будем ставить еще одного голема. Вот теперь мы молнию точно используем. Он пока что даже не знает, что у нас есть молния. Он думает, что у нас только тут Мегаминьон. Так, ставим голема. Он сейчас будет пушить, но мы пропускаем, естественно, этих стенобоев. Вот говорил в прошлых роликах и до сих пор говорю, что когда играете с големом, соперник будет пытаться вам под руку какую-то фигню накидывать. То есть вы поставили голема, он вам под руку накидывает какую-то кучу спама. Хочет вас отвлечь. Но не надо реагировать, не надо отвлекаться. Все. Молния. Мегаминьон сейчас прыгнет на кого-то. На кого ты прыгнешь? На принцесску прыгает. Молодец. Принцесска намешала. Все. И это минус вышка. Но опять же, если бы мы сейчас отвлеклись на его спам, он спамил там неплохо. Если бы мы отвлеклись, то могли бы и пострадать. И наша атака не была бы такой успешной. Поэтому кидает под руку вам кучу спама, гоблинские бочки, хоги. Старайтесь на это уже не реагировать. Да, пропустите урон, но зато выстроите хорошую атаку. Так, победа у нас есть. Отлично. Но я хочу все-таки еще, давайте одну победку сделаем хотя бы. Хотя бы, чтобы у нас видос на 20 минут получился. Не знаю, у нас он очень какой-то короткий выходит. Победы быстрые. Подняли мы уже примерно 200 кубков.
Ну, поехали так. Кабаны против нас попадаются. Ну, в принципе, последнее время я этих кабанов не боюсь. Сейчас кабаны для меня не сильно страшны, но когда-то они мне очень большие проблемы делали, эти кабанчики. Так, сейчас мы можем его пропушить. Давайте еще Мегамензиона подкидываем. Я надеюсь, он еще не сдастся. Так, нормально, урон прошел хороший. Да. Я надеюсь, что он сдаваться не будет, потому что тогда у нас очень короткий поединок будет. Так. Ну, пожадничал я тут мини-пеку ставить. Возможно, зря. Он уже даже в лидеры вышел. Буду ставить голема. Все, буду ставить голема. В этой колоде, в принципе, не обязательно двойного эликсира ждать. Просто ставим голема. Кабаны побегут, будем одними стражами там защищаться. Я думаю, что стражи справятся. Я давно уже не играл со стражами. Да и, в принципе, сейчас они не часто встречаются, но все-таки они имбовые. И в плане защиты, и можно и в атаку подкинуть стражей за големом, и тоже это будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, аплодирую стоя, так под молнию подставится. Ну, просто красавчик, просто красавчик. Но он не знал, что это молния будет, он не знал. Но это его проблемы, это его проблемы. Это минус башня. Да и я не знал, что у него 3 мушкетера будет. А он не знал, что у меня будет молния. Ну, короче, мне больше повезло в этой ситуации. Ну и все. В принципе, минутку можно обороняться. Вот тупо обороняться. Я не знаю, надо ли еще поединок играть, потому что у нас все так хорошо складывается. Ну, скорее всего, мы тут выиграем, если я сейчас не лоханусь. Но надо ли еще одну каточку играть или нет? Или все-таки вот завершить на такой оптимистичной ноте? Так, он сдаваться не намерен. Кидаем молнию. Так, прожимаем. Он сдаваться не намерен. Так, ну и мы должны защититься сейчас очень хорошо. Давайте защитимся. Ну и все-таки я, наверное, хочу еще одну каточку сыграть. Все-таки есть у меня желание сделать еще одну победу. И на этом уже точно будем заканчивать ролик. Так. Уничтожаем. И напишите в комментариях, сколько у нас было побед подряд. Потому что, честно говоря, я уже сбился со счету. Побед 5-6 подряд. Я не знаю. Но реально какая-то имба-колода. Вот почему я ее придумал последний день сезона. Я просто не понимаю.